Привет, мои дорогие друзья! У меня появилось видео с людьми, которые пережили обстрел Еленовки. Смотрите, друзья, я назвал видео там свидетельства азовцев, но первый это не азовец, это Паша. Вы помните, он был в наших сюжетах в двух. Так к нему приехала девушка, за ним приехала девушка, в отличие от второго человека. Дело в том, что сразу же, когда увидели наш сюжет, решили тоже такой сделать сюжет. Ну, решили, я говорю так, решили. И вот сделали, и там уже человек прям выходит из тюрьмы, причем в Российской Федерации. Все, не, Паша не вышел из тюрьмы. Паша продолжает сидеть. Я надеюсь, что этот вопрос решится. У нас здесь чудес вот таких вот не бывает, как бывает у маститых пропагандистов. Вот, поэтому Паша еще сидит. Еще я что должен сказать, что я должен поправить самого себя, ибо я говорил, что за несколько дней до обстрела их туда не переводили, в этот барак. Я был неправ, их перевели туда. За несколько дней до обстрела. Есть причины, объясняются мне эти причины. Одну из них я назвать даже не могу. Не потому, что там что-то такое, а просто не хочу сеять панику, да. Тем не менее, это было. Вот, я всегда уточняю, если где-то что-то был неправ, возможно, или где-то чего-то не знал, скажем так. Все, будем дальше разбираться с этим вопросом. Вы, наверное, знаете, что представители международных организаций туда приехали для того, чтобы понять, что это было, ибо украинская сторона заявила, что это был там чуть ли не подрыв мины и все такое, но украинских представителей, насколько я знаю, туда не пустили. Мое мнение, может быть, и правильно сделали. Пока. Я работал в ночь как раз, получается, да, но мы внутри находились. Вот, слышно было, как, то есть, был приход со стороны, соответственно, тех бараков, куда перевели азовцев. Вот, мы вышли на улицу, ребята тоже там, они на улице занимались. Мы подходим, говорит, было два прилета, то есть, вот, и там, соответственно, где вспышка была, то есть, как бы увидели, огонь горит, то есть, как бы крики, это ужас, честно вам скажу, то есть, как бы, как орали ребята. То есть, да, нас сразу минут через 5-10 всех, кто работал, то есть как бы в убежище, чтобы, не дай бог, не прилетело еще, то есть как бы, вот, и да, где-то мы около 2, наверное, 3 часов, то есть в убежище были, пока все не успокоилось, вот, и потом продолжили, то есть, свою работу. Так, чтобы как видеть, не видел ничего, а конкретно именно слышал, что это ужас, то есть горело настолько сильно, что шифер лопался, то есть как бы, а там потолки, извините меня, то есть это так, огромный барак. Вот, и крики ужасные были, на самом деле. Вот, и потом, то есть, как бы уже по рассказам выяснилось, что там около 50 человек сгорело. Именно живем сгорело. Не то, что, то есть, как бы, не знаю, сколько, по-моему, там раненые все, то есть, некоторых даже в госпиталь Донецк, то есть, повезли или куда, то есть, тяжело раненые. Но мы так не исключаем с ребятами, что там даже были ребята, у которых оторвало конечности. Потому что это тяжелое, то есть как бы тех их не оставляли. Тут оставили, может, человек, то есть 40, которые более-менее нормально себя чувствовали. Ужас был, честно. То есть я не видел, там не ходил, то есть ребята вроде там ходили, убирали, я так понимаю, то есть и вытягивали уже погибших оттуда. Отдельные ребята. То, что как бы по слухам, говорю, то, что мы слышали, именно вот эти вот крики, все это ужас. Честно говорю. Вот, и, собственно, как бы, все. Я в помещении находился просто, конкретно я не скажу, то есть я даже не видел, я видел вспышку в окне просто. Вот, почему? Потому что у нас работали котлы, мы готовили. Вот, поэтому как бы конкретно звук такого, какого прилета, именно звук, был какой-то свист, а конкретно сказать, что это за снаряд, и не могу сказать. Когда приехал сюда обратно, то есть мне девочки рассказали, что недалеко легло от барака тоже ложились мины. Вот, и ребята рассказывали тоже там, где у них деревья, где вот эти фрукты, там такое, то есть как бы у них растет, тоже ложились мины, но это перед тем, как я приехал сюда, тоже рассказывали ребята на словах, то есть они носили землю, туда взорвали ямы. Обстановка, как обстановка, напряженная обстановка. Никому не будет нравиться, когда по тебе стреляют свои же. Естественно, так не исключает и этот вариант, что, возможно, они думали, что просто там находятся по-любому же разведка какая-то летает их. То есть они думали, возможно, там расположение новых военных,
Вот в чем дело. Хотя, ну, откуда они тогда узнали там по радио, там, рассказывают, что за 2 дня перевели туда Азов. Откуда они узнали, что туда перевели Азов 2 дня назад. Ну, тоже интересные факты, которые, то есть, ну, сами себя немножко не... Честно, не знаю, почему, как бы, особо мы же не общаемся ни с кем. То есть, почему? Потому что мы находимся на кухне, и потом идем отдыхать. То есть, у нас отдельный барак. Слухов пока никаких особо не ходят. Тут прошло-то 2 дня. Поэтому, может, чуть дальше что-то будет понятно, когда уже начнут понимать, что вообще происходит. Суть даже не в этом, зачем даже стрелять в то место, где находится, извините меня, большое количество военнопленных, который месяц уже, как ни крути, не меняет никто. Вот в чем дело. И среди этих военнопленных гражданские мирные жители. Некоторые, которые даже не служили срочную службу. Ну, так случилось, так попало, да. То есть, ну, это естественно, то есть, как с той стороны и с этой стороны. Но почему-то никто даже не шевелится со стороны Украины. И никто даже не задается вопросом. Извините, перебью, но обещали, по-моему, Украина обещала там чуть ли не каждый месяц. Вот в чем дело. А в последнее время там чуть ли не каждую неделю. У нас есть там, ну, мы можем радио послушать. Поэтому... А там какое-то одно радио у нас, я не знаю, как оно вообще называется. Да, украинское, да, ловит. Ну, у нас украинский канал один ловит, единственный. Только на кухне. Других никто же не работников. И то, как бы, не знаю, можно мне об этом говорить или нельзя, если честно. Да, ну сам факт, что это, как бы, честно, я смотрю эти новости, ну, не знаю, мы слышим, когда оттуда приходят прилеты, пусть они не поблизости, но там где-то километр, может полкилометра, то есть от нас, ну так это слышно. Ну, конкретно не по баракам, то есть как бы, а по территории, то есть, ну, в радиусе там, допустим, грубо говоря, там 4-5 километров туда, ну, это слышно. Не так, возможно, часто, как было, но стреляют. Или же это сыграло то, что это были выходные дни. Ну, это так. Смешно сказано, конечно, ну просто, ну меньше стали, но стреляют все равно. То есть, как бы, бои идут. Да, кстати, ночью были. Я работал ночную, то мы с сегодняшнего дня перешли в дневную смену. То есть, как бы, вчера даже так же самое днем были, когда с ночной пришли. Да, где-то в обед тоже были прилеты. Мы еще так под пристали смотрели, где что и как. Где-то в поле, видимо, попали, там трава горела. Но не нужно вообще стрелять в эту сторону. Почему? Потому что находятся здесь, ну, собственно, ваши же и военнопленные. И по количеству человек, я больше чем уверен, они знают, какое количество здесь находится. Вот, ну, дело не в том, что здесь находятся военные Российской Федерации, да, а дело в том, что вы, ну, могут зацепить своих же, как они говорят, защитников, которых ценят они и дорожат. Но только как бы все понимают и замечают в последнее время, что как бы ими перестали даже интересоваться. Вот в чем дело. Вот поэтому не нужно стрелять, если, как говорят все, да, вот как Украина говорит, что мы ценим и бережем и дорожим. Ну так может нам нужно прекратить просто хотя бы в это направление запускать снаряды. Конкретно в это место, где находятся военнопленные. И состояние вообще не знаю, какое их. Это просто... Это мы слышали со стороны, а они находились в том месте, где это произошло. Вот в чем дело. Сержант Турдый Игорь Андреевич, город Кропивницкий. Учебный взвод, учебный боевой батальон, полк Азов, воинская часть 3057. Это был обычный день, согласно его распорядку дня. Мы легли спать около 22:30. Прозвучала команда «Отбой», мы легли спать, не знаю, быстро уснул. Проснулся от того, что от взрыва сильного, от того, что очень жарко стало. Все вокруг было в пламени. Было темно, перебило электроснабжение, ничего не было видно, кроме там вспышек огня, там такого жара всякого. И паника, крики, стоны, хаос. Люди пытались выбежать на улицу с горящего здания. Выбегали, кто мог, кто помогал своим товарищам выйти, там подхватывал на ходу. Трудно было в темноте сориентироваться. Выбежали, кто смог, выбежал, кто выжил.
От взрыва пораскидывало кровати. И из-за того, что темно, преградило путь. И плюс в темноте, в панике. Много раненых. Мы все в недоумении, мы не знаем, что это было, и почему так, и как так получилось. Выводов делать не можем, информация у нас ограничена, точнее вообще нет. Я слышу какие-то взрывы, а что это, прилет, я не разбираюсь, я не артиллерист, не специализируюсь. Да. Я слышу, да, взрывы, а насколько дистанция далеко, я не знаю. Все нормально, медики оказывают помощь, тяжелым раненым была оказана максимально быстро, насколько это было возможно, помощь, и были отправлены, как нам сказали, в больницу. Да, мне там пару товарищей помогал перевязываться, у них были массивные кровотечения конечностей, открытые переломы. Базовые знания имею о оказании домедицинской помощи. Не сильно, мелкими вторичными осколками, кусочками бетона, ничего страшного. Медики сказали, что это вторичные осколки были, по поводу меня. Это остатки кирпичей, бетона такого, земли, камней. Я цел. Сергей Сливак из города Мариуполь, полк Азов, 1-й батальон, командир расчета 82-го миномета, 3-й рот. Лег спать, как обычно, проснулся от взрыва громкого, скинуло с кровати, контузило, по мелочам посекло. Парней, которые близко находились к эпицентру взрыва, скажем так, сильно очень пострадали. Начали оказывать помощь. Загорелся пожар через пару минут. Скажем так, бойцы начали гореть. Я с теми, которые менее пострадали, начали оказывать помощь, сортировать раненых, вытаскивать, скажем так, звать на помощь. В общем, как-то так. Оттаскивать тела погибших от эпицентра огня, чтобы сохранить хоть тела. Паника, суматоха, крики, пожар. Многих кого-то засыпало, выбраться не могли. Начали откапывать. Да, паника была, крики, в принципе. Да, это уже была ночь, скажем так. Большинство бойцов уже спали. Собственно, поэтому и такое количество погибших и пострадавших бойцов. Парни держатся, пострадавшим тяжело, у которых серьезные ранения. Тем, кто менее пострадал, конечно, им полегче. Но ранения получили около 90% тех, кто там находился в разной степени. Контузия у всех очевидна. Осколками тоже всех посекло, просто кого минимально, кого действительно очень серьезно. Многих вторичкой посекло, то бишь кусками стен. То одному парню в голову, скажем, серьезно прилетел кусок стены, крыши. То есть и осколками, и вторичкой. Мы там все очень в тесном, скажем так, кругу спали. И, собственно, повыбрасывало кроватями, кусками кроватей попрошивало парней, в принципе, обгоревших. Так как был пожар, и он, собственно, почти все уничтожил. Просто могу сказать, что это какой-то тип артиллерии. Точно не могу сказать. Ночь, контузия. Просто это довольно мощный взрыв был. Большое количество бойцов и еще столько же получили тяжелые ранения и увечья. А конкретику, находясь внутри, спящим, контуженным, сложно сказать, кто, куда, кого и так далее. Мы слышали взрывы, что ведутся боевые действия просто в этом районе, скажем так. Находясь в зоне боевых действий, никогда не исключаешь, что может что-то прилететь или улететь. Тут, скажем так, никто не застрахован, находясь в зоне боевых действий. Безусловно, находясь здесь, ты ничего не исключаешь, собственно говоря, что может произойти что угодно. Собственно, это и произошло. Всем передаю привет, родным, близким. У меня все нормально, в принципе. Люблю, целую. Очень хочу увидеться поскорее.